Так, приветствую вас на моем канале. Вот к нам приехала Tesla Model S с проблемой по изоляции. Приветствую вас на моем канале. Вот к нам приехала Tesla Model S 2013 года с проблемой по изоляции. У нее сопротивление на мониторе скачет от 40 килоом до 600, иногда выскакивает до 1500. Сняли батарею, по батарее явных дефектов нету. Не звонится понятно, контакты разомкнутые, но мало ли бывает такое, что подгоревшие контакты. Сопротивление 49 мегаом. Здесь тоже 50 мегаом. А если мерять на этих шинах, то 170-160 килоом. И то же самое на второй шине. 170 килоом. Поэтому сейчас первое, что будем делать, это откидывать провода от инвертора мотора и смотреть, увеличится ли сопротивление или нет, чтобы исключить сам мотор. Мотор здесь якобы уже менялся, машина чуть поездила и опять перестала ездить. Так, вот я шину отвожу. 6 мегаом. Вот я шину прижал. 180 килоом. Проблема у нас в моторе. Угу. Ну, получается, начинает там крутиться, да, или что с ним? Да, и вот конденсат есть на крышке. Но он, конечно, вообще залитый полностью. Вон антифриз течет, капелька антифриза висит. Синий. Да, ну, короче говоря, Жопа. снимать мотор надо. Сделали снятие мотора, сняли подрамник задний, сейчас будем снимать мотор. И вот можно увидеть, как здесь вон уже какие-то наросты на этом, в районе датчика вращения вала. И вот здесь все залито антифризом. Будем снимать, смотреть. Будем надеяться, что на валу ротора нету выработки и обойдемся без шлифовки напыления. Но это уже будет видно, когда мы его снимем и разберем. Там уже сталактиты поросли. Да, антифриз здесь давно. И коррозия пошла. Так, интересно. Ну, хорошо, что машина вообще хоть ездит, что еще не замкнули платы. Так, это все нужно будет вымывать, сушить. Так, а ну давай проверим сейчас сопротивление. 130 килоом. И напряжение особо не растет. Выставили 500 вольт. Там 220. 220, 140 килоом. Так, сейчас открутим сейчас шины и посмотрим, это замыкание происходит в этой части или в моторе. Внимание, что здесь даже кто-то пломбы поставил свои, что не вскрывался мотор. Дай бог здоровья этим людям. Здесь есть конденсат. И там все влажное. Ну, сталактиты вроде не такие сильные. Не Ладно, критичные. давай мы сейчас промеряем. Они есть, но там пластмасса защищает. Когда шины оценили, сразу 4 мегаома. Все равно маловато. Маловато, но достаточно было бы,
чтобы машина в аварию не упадала. Ну, понятное дело, что здесь нужно все вымывать. Потому что конденсат везде. Придется снимать инвертор, да? Возможно. И вымывать там все. Следы антифриза попадания. Но смущает другое, что все ржавое. Такое впечатление, что автомобиль ездил не на антифризе, а на воде. Все корродировало. И теперь нужно будет... И выработка на нем визуально есть, но это сейчас еще почистим наждачкой и посмотрим. Если там будет глубокая выработка, то придется ее шлифовать и напылять. Ну, тут ступенька есть. Вот. Ступенька там и должна быть. А вот что внутри. Смазка, смешанная с антифризом. Так, ладно, продолжим ее разбирать. Все ржавое. Так, шлицы не убитые. А накрутни. Подшипничек не шумит. С той стороны. Так, а что у нас внутри? Жопа внутри. Ну, вон, видишь, конденсат. Вон капелька вообще висит не тосольная синего цвета, а беленького. Ну, слишком много конденсата. Да. Он должен был уже это самое высохнуть. Сколько она простояла? Ну, антифриз не При сохнет. комнатной температуре. Антифриз не сохнет. Привет. Не знаю, вот это пропало, только что здесь был. Так, разобрали, выпрессовали подшипники, почистили немножко ротор и увидели, что здесь выработка достаточно большая. И выработка не столько от сальника, сколько от коррозии. Она корродировала. Поэтому нужно будет здесь шлифовать и посмотрим, сможем ли мы в допустимый зазор, в допустимый диаметр выйти. Или же придется здесь напылять его и шлифовать под стандартный размер. И подшипники оба под замену пойдут. Естественно, сальник. Ну а все остальное нужно будет вымывать и смотреть, получится ли у нас с этим мотором его оживить. Или там где-то влага прошла глубоко вниз, потому что здесь все залито, все корродировано. Вот такая вот неприятность произошла с этим моторчиком. Как мы будем шлифовать и проводить все работы над ротором, которые, понятное дело, что получится все нормально, без проблем. Мы сначала попробуем просушить обмотку статора и посмотрим, получится ли у нас добиться хорошей изоляции, сопротивления изоляции или нет, или же здесь придется мотор менять. Поэтому начнем сначала с мойки и сушки статора. Обмотку статора сейчас будем сушить и будем периодически проверять. Мы ее промыли сначала спиртом и сейчас выпариваем, высушиваем, чтобы оно все сухое было. И посмотрим, повысится ли у нас сопротивление или нет. И затем надо будет еще почистить внутренности, вот эти коррозию снять, и задуем лаком. А вот как проверить можно, батарея герметичная или нет. Вот мы сейчас дуем туда. Она сразу спускает, но если... Давай еще раз. Хорошо, снимай. Вот, остаточное давление есть. Значит, батарея герметичная, и клапана еще не травят. Это хороший показатель для батареи. После целого дня сушки, вот с утра опять начинает проявляться антифриз со всяких щелей. Она за счет капилляра начинает подниматься. И сопротивление сегодня все равно еще низковатое. 600 килоом показывает. Так, вместо того мотора нам привезли другой. Здесь нету выработки. И здесь в этом моторе есть другая проблема, с которой мы сталкиваемся на Теслах.
это вот эта выработка на шлицах. Выработка на самом роторе. И выработка на шлицах внутри самого редуктора. Теперь мы будем думать, что с этим делать. Скорее всего, будем с двух моторов делать один. Брать отсюда статор, а коробку будем брать с того мотора. И таким образом будем выходить из положения. Но для начала мы все это сейчас будем согласовывать с владельцем автомобиля. Так, оба мотора уже на операционном столе. Сейчас будем разбирать, дефектовать их. Из двух собирать один. Здесь у нас пробитый, обмотка статора пробита. Здесь обмотка статора целая, но проблема в шлицах. То, что я уже показывал. Теперь будем сейчас разбирать и из двух моторов собирать один. Или куда эти служат? Тут там. Так, разобрали один мотор, второй пока разбираем. Вот как раз нам нужно поменять здесь первичный вал, потому что на вот этом первичном валу и есть выработка на моторе. Вернее, выработка на шлицах, там где соединяется с мотором. Теперь это все нужно будет, вот здесь на магнитике стружечка есть чуть. Это все нужно будет вымывать. И сейчас продефектуем, какой из них, что будет лучше. Наборку и будем собирать в него. Ну и, конечно же, ротор придется ставить вот этот. Сейчас сначала разберем. И если будет возможность собрать из двух один, тогда уже займемся ремонтом вот этой части под сальник. Так, разобраны оба мотора. Вот этот мотор, здесь видно, что сальник весь в ржавчине. Это как раз тот, который был разбитый шлицы. И вот можно посмотреть, как они, какой люфт. А вот мотор, у которого шлицевая хорошая. Здесь его практически нету. А здесь практически ползуба. И вот, если сравнить два первичных вала, сейчас посвечу. Какие шлицы здесь и какие здесь. Так, все остальное в моторах нормальное, поэтому можно, в принципе, заменить только первичный вал и все шестерни оставить с второго редуктора, у которого вот этот ротор, для которого этот ротор оригинальный, и продолжать собирать его. Вернее, не продолжать собирать, а начинать. Единственное, сейчас будем теперь согласовывать все-таки восстановление вот этого места. Посмотрим, сколько у нас шлифовка снимется. Если сальник будет держать, значит не будем напылять. Если же сальник держать не будет, то придется его напылять. Также поменяем сразу вот эти вот подшипники. Ставим сюда керамические. И, естественно, сюда два керамических подшипника и тефлоновый сальник. Они у нас уже наготове. Вот они лежат. Тефлоновый сальник
модифицированы и подшипники. Вот так, кстати, вот так вот выглядит масляный насос, который находится в редукторе. И вращается он через вот эту пластиковую шестерню. Приводится вращение. И вот здесь 3 форсуночки, которые подают смазку на пары трения. Такой вот маслозаборник и магнитный фильтр. Так, ну, к сожалению, у нас остались вот эти бороздки, поэтому придется его напылять. Не получилось просто шлифовкой очистить, значит, будем его напылять и опять шлифовать. Так, ну вот, наконец-то забрали ротор от наших партнеров, которые нам напыляли его. И сейчас отдаем его на шлифовку, шлифуем, и у нас будет номинальный размер, и сальник будет ходить. Это напыление хорошо работает. Оно хорошо также работает и на распредвалах, и на коленчатых валах напыляются шейки, и под сальник, и под вкладыши. Это мы уже давно используем такой метод восстановления валов, в частности на двигателях внутреннего сгорания. Ну и уже несколько валов сделали с напылением на роторах электромотора. Так, все, это уже шлифанули. Шлифовали на круглошлифовальном станке. Теперь будем делать здесь заходную часть, чтобы сальник при установке не повредить. Фасочку будем снимать. И все, и можно будет этот ротор собирать. Вот такой вот у нас ремонт электромотора был на Тесле. Если будет интересно, то как-нибудь в будущем покажу, как восстанавливается шлицевая часть, когда она изнашивается. Это на примере второго мотора, там где шлицевая стертая и на первичном валу тоже стертая шлицевая, тоже, скорее всего, будем отдавать на реставрацию. И если в комментариях напишите, что интересно, то обязательно сделаю видео и по восстановлению шлицевой части. Так, все, ротор уже готов. Напылили его, шлифанули. Здесь теперь номинальный размер. Сальник будет здесь работать без проблем. Не будет прослаблено. Ну и теперь осталась только сборка этого мотора. Ну, сборку я уже снимать не буду, потому что у меня на канале уже были видео, где мы собирали тойотовский мотор, мерседесовский мотор. Поэтому, в принципе, моторы одинаковые, никаких отличий здесь нету. Ну, пишите в комментариях, если будет интересно, то обязательно сделаю еще видео по восстановлению шлицевой части. Как раз в ближайшее время, возможно, мы это займемся. Сделаю видео, как восстанавливаем шлицевую часть. Поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Пока всем. Да, кстати, всех с наступающим Новым годом. Это видео выйдет уже в 2021 году, поэтому всех с наступившим Новым годом. Всем желаю счастья, здоровья, удачи, много-много денег. Пока! Кстати, а видели когда-нибудь батарейку с Tesla Roadster первого поколения? Вот так вот она выглядит. Элементы такие же, как на Tesla Model S на элементах 18650. Здесь 9 последовательных соединений. Интересная очень конструкция охлаждения. Это вот такие вот трубки. И каждая из этих магистралей, несмотря на то, что здесь змеевик соединен, но в змеевике идут 2 канала. Один отвечает за охлаждение, другой за нагрев. Кроме этого, в каждом элементе стоит либо перемычка
вот такая, либо предохранитель. И элементы в автомобиле находятся именно в таком положении. Они не лежат под днищем, а находятся, стоят, вернее, в таком положении. И плата БМС находится вот в этой части. Она заезжает и фиксируется. Вот такие вот элементы. Нам их привезли, чтобы мы сейчас проверили емкость этих элементов. Мы уже один элемент проверили. Там 149 ампер-часов. И при напряжении вот здесь, допустим, 37, 47. Дальше мы отмечали везде, напряжение примерно везде одинаковое. А емкость 149 ампер-часов. И вот выходят шины силовые плюс-минус. И дальше они уже соединяются последовательно друг с другом.